Всем привет! Вы на YouTube-канале Pop Music, и сегодня мы рассмотрим синтезатор из линейки Casio Tone CTS-400. Помимо того, что вы видите, это CTS-400, также есть CTS-410, и отличаются они только цветом кнопок. Первое, что бросается в глаза, это то, что не так много информации на дисплее. И, на мой взгляд, это хорошо, как будто бы убрали, все лишнее. И кнопок тоже меньше, но они переназначаются в процессе выбора, к примеру, звука. Когда вы прокручиваете колесо, вы можете выйти на категории, либо вернуться к разделению и так далее. Мы это разберем подробно. Из особенностей. Несмотря на то, что внешне это действительно Casio Tone, он маленький, он с держалкой, только не сквозной держалкой, как в предыдущих Casio Tone, а здесь есть выемка, которая находится под инструментом. Также есть два держателя для ремня. Так вот, несмотря на то, что это все-таки внешний Casio Tone, движок у него от CTX, и вообще его можно сравнить по уровню качеству CTX 700. Мне кажется, это здорово, у него довольно-таки упругая, приятная клавиатура, и она матовая сверху, напоминает слоновую кость. Появилась функция Surround, которая дает объемное звучание. Примечание: она не работает в тот момент, когда у вас включены наушники. То есть только с собственных колонок звучит вот эта функция. И еще вы можете использовать дополнительный Bluetooth адаптер, который покупается отдельно, и он позволяет передавать MIDI и аудиосообщения без проводов. Ну и проводами вы также можете подключиться через micro-USB к компьютеру и передавать MIDI, либо подключить какой-то внешний источник, например, телефон, через аудиовход. И вообще здесь большое количество звуков, автоаккомпанементов, встроенных мелодий, арпеджиаторов, разделение клавиатуры и наслоение одного звука на другой. Давайте послушаем этот инструмент. Начнем со звука Stage Piano. Перед тем, как мы продолжим прослушивать разные звуки из разных категорий, хочу объяснить, как вообще устроено меню и насколько удобно им пользоваться. Итак, мы нажимаем клавишу Tone и попадаем в сам непосредственно выбор патча звукового. У нас написано Stage Piano. Если я поворачиваю колесо, я выбираю, во-первых, следующий звук, и меню, как вы обратили внимание, внизу немного поменялось. Здесь я могу выбрать быстро категорию. Вот так вот перелистываю категорию. Органы, гитары, басы и так далее. Выбираю нужное и после этого снова прокручиваю. Мне кажется, это удобно, потому что происходит это правда на лету. Если мне не нужно это меню, я нажимаю Back, возвращаюсь обратно. Здесь мы видим основные разделы. Их 5. Это Split, Layer, Touch, Sustain и арпеджиатор. Нажимаем клавишу Split. Сразу видим здесь буковку L, которая указывает нам на левую руку, и акустический бас. То есть, только как мы включили разделение клавиатуры, мы можем сразу выбрать нужный нам звук на левую руку. Опять же, по той же схеме. Прокручиваем колесо, попадаем в выбор категории и выбираем, к примеру, струнные. Возвращаемся обратно, акустический бас. Нажимаем Back и опять же попадаем в то же меню. Если нам нужно сместить точку разделения, мы нажимаем и удерживаем под надписью Split.
попадаем в split point надпись и опять же вращением колеса, либо клавишами, этими же клавишами, которые автоматически переназначаются, мы можем выбрать разделение клавиатуры. По тому же принципу, в принципе, устроен и раздел Layer. Выбирая его, нажимаем, у нас происходит наслоение одного звука на другой. Удерживаем. И здесь мы можем выбрать октаву для нашего звука, который находится и, во-первых, и в левой, и, точнее, и в основной партии, и в подкладной партии. Ну и также октаву для левой руки, что очень удобно. Далее у нас мы можем поменять, либо вообще выключить чувствительность, и это происходит не в меню, где надо долго копаться и находить нужный нам раздел, а прямо вот на основной вкладке. Выключаем чувствительность. Либо мы можем сделать ее легкой. Вообще это 3 настройки. Легкая, нормальная и heavy. Ну вот я выбираю для себя режим heavy. Также, если нет педали сустейна, мы можем включить педаль сустейна и арпеджиатор. Сейчас он работает на 2 звука. У нас стоит режим, помимо этого, Layer, да, наслоение 2 звуков. Нажимаем и удерживаем под клавишей Arp. И сверху мы видим тип нашего арпеджиатора. Можем выбрать из достаточно большого количества видов арпеджиаторов. И здесь же можем выбрать, какая партия будет проигрываться. То есть, вот, допустим, это будет звук пианино с арпеджиатором, а струнные не будут работать, на струнные не будет работать арпеджиатор. Либо наоборот, подкладная партия с арпеджиатором, а основная нет. Также мы можем выбрать, чтобы только левая рука воспроизводила арпеджиатор. Включаем сплит. По-моему, это здорово. В разделе ритмов все то же самое, что и в разделе тон. Нажимаем и попадаем на основное меню, в котором есть включение интро, вариации, сбивки, синхронный старт и включение-выключение аккомпанемента. После того, как мы поворачиваем колесо, мы попадаем в выбор категорий различных ритмических рисунков по категориям рок, дэнс, джаз, традиционные, латино, ворд, кантри, и так далее. Итак, давайте проверим, как это работает, и заодно послушаем звук электропианино. Инструмент глёккеншпиль и один из вариантов оркестрового автоаккомпанемента.
электроорган. Звук акустической гитары с нейлоновыми струнами. Возьмем бас-гитару в левую руку, сделаем сплит. Воспользуемся арпеджиатором, который будет настроен только на левую руку. И ритмический рисунок возьмем диско шаффл. Помимо классических звуков, здесь большое количество классных синтетических звуков. Давайте послушаем некоторые из них и будем использовать дэнс-поп аккомпанемент. А теперь рассмотрим функцию Surround. Для этого мы используем специальный микрофон. Он очень четко передает акустику. И мы будем включать и выключать эту функцию.
Когда лампочка не горит, функция выключена. Когда лампочка горит, функция включена. Поехали. В завершение этого ролика хочу сказать, что это действительно классный инструмент. Поиск по категориям звуков и ритмическим рисункам происходит просто на лету. Арпеджиатор удобный. Ну, в целом он действительно звучит классно. У него есть возможность передачи по Bluetooth, что немаловажно. Он очень легкий и сам довольно-таки громко звучит. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, не забывайте про колокольчик. Всем пока. Ну что, готов? Подожди, стой. Это что, дождь? Слушай! Может быть, подождать? Просачивается. Ну давай уже. Чего ждать? Да слышно. Ты с ума сошел? Петличку. Он будет идти теперь до ночи.